Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю шоколадный пирог с вишней. Рецепт очень простой, а пирог получается не хуже торта. Он в меру влажный, нежный, сверху покрыт шоколадной глазурью. И, конечно, вишня в сочетании с шоколадом – это очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится разбиваю в миску 4 яйца среднего размера. Добавляю соль и всыпаю сахар. Миксером быстро взбиваю в пышную массу. Сахар можно корректировать по вкусу. Добавляю кефир комнатной температуры. Вливаю растопленное сливочное масло и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Сильно взбивать, как прямо тесто на бисквит, не надо. В принципе, это тесто можно даже готовить без миксера. Просто хорошо все перемешать венчиком. И теперь в эту массу я просеиваю муку, какао и разрыхлитель. Быстро все перемешиваю. Сейчас немного все домешу миксером. Вот такое по консистенции должно получиться тесто, как густая сметана. Я заранее подготовила форму, размер 20 на 20 сантиметров, выстелила ее пергаментной бумагой. У меня бумага хорошего качества, я ее ничем не смазываю. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее растительным маслом без запаха. Отправляю в форму тесто. И, кстати, как сделать перерасчет ингредиентов для других форм другого размера или другой формы. Есть очень хорошая формула на моем сайте. Она очень простая. Я оставлю ссылку на сайт в описании. И теперь в тесто я буду добавлять замороженную вишню. Буду ее вот таким образом немного утапливать. Ровными рядами выкладываю. Вишню я не размораживала. Она у меня замороженная, без косточек. И сейчас форму с тестом я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму с тестом я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Подготовлю пропитку, и для этого мне понадобится в воду я добавляю какао и добавляю сгущенку. У меня обычная холодная кипяченая вода. Хорошо все перемешиваю до однородности. Сгущенку корректируйте по вкусу. Вместо сгущенки можно использовать также и сахар. Пропитка готова. Пирог я достала из духовки. Проверяю готовность деревянной шпажкой. Тесто хорошо пропеклось. Вилкой делаю проколы. Заливаю все сверху пропиткой. Я заливаю прямо горячий пирог. Он таким образом очень хорошо пропитается. Оставляю прямо в форме до полного остывания. Когда пирог остыл, достаю его из формы. Приготовлю шоколадную глазурь. Здесь у меня 150 граммов черного шоколада. Добавлю 1 столовую ложку растительного масла и прогрею шоколад в микроволновке. Мне надо, чтобы он полностью растопился. Буду прогревать короткими импульсами, примерно по 10-15 секунд. Каждый раз хорошо перемешиваю, чтобы шоколад не свернулся. Шоколад полностью растопился. Получилась вот такая красивая глазурь. Очень простая, без добавления сливок и сливочного масла. Выливаю глазурь сверху на пирог. И сейчас мой торт я отправляю в холодильник для того, чтобы застыла глазурь. Можно также промазать немного бока. Когда застыла глазурь, торт я перенесла на другую тарелку для красивой подачи. Это делать не обязательно, конечно. Этот торт-пирог фактически получается такой очень домашний. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!